середине февраля в деревне Муравицы, что под Псковом, ударили сильные морозы. Для лебедей, которые обитали на местном пруду, это стало настоящей катастрофой, ведь их водоем промерз практически до дна. Птицы больше не могли добывать себе пищу и были вынуждены прийти к людям за помощью папа, мама и 5 серых лебедят-подростков. Жители деревни начали усиленно кормить пернатых и искать варианты их спасения. 2 зоопарка отказались от птиц, но все-таки нашелся человек, который смог спасти бедолаг. Любительница животных по имени Людмила из города Остров приютила пернатых на своем участке. Лебедей поселили в теплицах из поликарбоната. Температура внутри них значительно выше, чем на улице. Птичий приют расположен на заднем дворе кафе, владельцем которого является Людмила. Женщина признается, что сразу же согласилась приютить птиц, ведь иначе они бы не выжили. В теплицах лебеди чувствуют себя как дома. Людмила подобрала для своих подопечных сбалансированное питание. Их ежедневный рацион состоит из морковки, капусты и рыбы. Вместе с лебедями в теплицах живут и другие птицы. Удивительно, но они прекрасно поладили с фазаном, уткой-каюгой, черными петухами и другими мелкими пернатыми. По кольцу на лапе одного из лебедей Людмила определила, что это пернатое семейство прилетело в Псковскую область из Риги. Видимо, они направлялись в теплые края, но путь выдался слишком сложным, тем более, что отец-лебедь находится в преклонных годах, он даже во время отлова птиц не щипался и не шипел, а просто обессиленно ждал, что будет дальше. Правда, сейчас, откормившись, вожак несколько ожил и повеселел. Также к этой семейке прибился местный одинокий лебедь, который остался совершенно один на пруду. Он отличается более темным цветом и сначала был у остальной семьи нелюбимым пасынком, а потом прижился и стал своим. Показала хозяйка из соседней вольеры, оказывается, у нее там обитает множество всякой экзотики: карликовый кахинкин, серебристые сибрайты, мандаринки, черные лебеди и другая живность. Летом для них устраивается пруд, работают 2 домика, один для белых, другой для темных птиц, есть альпийская горка и мини-луга для выгула. Правда, пока все это укрыто толстым слоем снега. Когда я открыла кафе, стало оставаться много хлеба. Выбрасывать жалко, вот и завела десяток несушек. А потом стала покупать еще и еще. Я, вообще, всю жизнь животных любила, было много кошек, собак. Как-то даже поросенок ко мне прибежал. Я и в милицию обращалась, думала, может, потерял кто. Но хозяин не объявился, и хрюшка стала жить у меня, рассказывает Людмила. Спасибо за просмотр. Если вам понравился видеоролик, то подпишитесь на наш канал, а также поделитесь этим видеороликом со своими друзьями и знакомыми.